спешила. Живучий засранец-то, а? Да могла бы еще раз самой перезарядиться и с дробашей ругать. Я вот что, в маску попадаю, пошатать сестры. Маска не спасает постоянно. Изи было забрать. Вынесла двоих, хорош. Я пережала, Что-то это отработал наш. Ладно, короче, окей. Да-да-да-да, я так подумала. У меня тоже есть контролеры красивые. У меня есть прям два скина, они как раз таки прикрытие от Маска, конечно, будет. Странная удача. Я думаю, нам тоже надо скатать ластовое и отпустить тебя поесть. Да, давай завершаться будем потихонечку. Ну, ты, я не знаю, там, да, насчет дальше будешь играть или как? Не, я тоже все. Да? Ну, Да, уже хорошо. 5,5 часов, я думаю, этого достаточно. Да, я сегодня достаточно... Не, ну, слушай, с другой стороны, я просто повалялась в грязи, а грязь омолаживает. Как бы вы знаете, что Ты как супер это, молодой. Елизавета Баттери, да? Только не на кровь девственниц, а просто на грязь. На грязь говно, да. Я выбираю более бюджетные варианты, знаете ли. Я такое Ну, все хочу. супер бюджетный. Да, кайф. Не могу, у меня последние капли, знаешь, я вижу, как просто натыкаюсь пальцем. Вижу грязь, не вижу препятствий. Да потому что капли на улице, типа, были бы не дома, мне вот в здании почти нравится. Да, наоборот. Да? Ну, в здании ты типа не особо где побегаешь, а тут дверь открывают. Ты за сколько стримишь? Одного, 3? Если тебе не работает, я там Посмотрим. А то как обленюсь и зависну тебя на стриме. если ты будешь проходить какие-то геймы или хотя бы продолжение, я реально это буду прям все смотреть. Wait. Я даже не поела сейчас посмотрю. Не надо, конечно. Я сначала посмотрю, если она совсем наркоманская, то спасибо. Спасибо. О, у нас есть Так, я за подсказкой. Давай, я тогда на хламоклёво липучку закину после. А в смысле? Так мы на боссе. Да не, я не попала фаером.
Так, всем приветики. Так. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Привет, Серега, привет, Порталис, привет, BC. Привет, ребят. Привет, Вань. Да. Она громковато, да? Ну ладно. Туру-ду-ту. Так, это уже, получается, третий стрим по этой игрулечке. Блин, я там посмотрела. Посмотрела достижения, короче. И оказывается, некоторые достижения я не выполнила. Понимаете, как бывает? То есть тут вот есть достижение, типа, попробовать подслушать разговор. А мы могли это сделать, вот когда она нам и рассказывала, вот это вот фрау Вагнер. Короче, наверное, эту достиженьку мы не сделаем. Я тут отобрал эликсиры у Деза, решил тебе отдать. Сюда эликсиры. Спасибо большое тебе, Иван. Спасибо за 10. 2 раза 10 хайп. Спасибо большое. Все это... Ты можешь, кстати, попробовать принять участие. Сейчас я разыгрываю эликсиры. Там посмотри в боксы. Нажми. Там 2 боксика. Можешь тоже принять участие. Может, у меня выиграешь. И обратно мне зальешь. Шучу. Так. Мы остановились на вот этой ситуации, где она уснула, и ей вот такая снится вот этот сон. Looks like Mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to Dad. Maybe too much. Письмо Ричарду с работы. Another letter for Dad. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Угу, какое-то письмо с работы. Настя, привет. Сейчас, здрасте, я лайк принес. Надо бегать. Ну, блин, ну пока, Джексво. Спасибо тебе большое, что зашел. Так. Какие у нас заданьки? Осмотреть дом, прежде чем взять музыкальную шкатулку, найти музыкальную шкатулку. Ну, дома смотреть это святое. А вот и классический роман. Подарок от бабушки с дедушкой. Позагибать страницу, говорит, чтобы было видно, как будто бы я это читала. Гениальная девка. Так, достижение роман есть, но просрали мы достижение про прослушку. Письмо от дедушки с бабушкой. Дорогая наша Сара, мы с твоим папой глубоко скорбим о Ричарде и ужасно беспокойны твоим состоянием. Может, ты стала совсем взрослой, но мы по-прежнему переживаем за тебя. Мы так ждали тебя, ты стала нашим чудом, поэтому даже сейчас, когда у тебя есть своя дочь, нам очень больно видеть твои страдания. Ты всегда была для нас гордостью и отрадой. Просто помни, дорогая, что мы всегда с тобой и всегда поможем. И так будет до нашего последнего вздоха. Мы сделаем все возможное, чтобы приехать весной на твой день рождения. Если захочешь, чтобы мы остались, пока тебе не станет легче, только скажи. Мы примчимся так быстро, что не успеешь сказать, Джек Робинсон. Глубочайшей любовью, мама и папа. Что-то случилось с ее отцом, получается, с мужем, да? The piano that Mom ordered will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Она заказала пианино. Mom bought those again. Какие-то таблетки, да? Mom bought those again. Походу, это таблетки... Ой. Это таблетки, типа, как... ну...
Как их называют, господи? Успокаивающие вот эти, да? Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Она хотела путешествовать с детства, кстати. Привет, сенатор. Hello, BC, hello. Слушайте, ну домик у них такой неплохой, Oh, да? hello, Munchkin. Hey, Mom. Is everything okay, Katie? We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over from New York on her birthday. Это папа, да? А что, он погиб или что с ним случилось? Блин, он так... Кстати, это я выполнила половину... Сейчас я получила достиженьку, половину второстепенных заданий. Ой-ой, мы туда шли, не надо, малышка, давай вот сюда. Ага, а вот и шкатулка. Так, подожди, мы еще... Мы как бы выполнили это, но мы наверх не поднимались. Я попробую подняться наверх, если получится, и тогда возьму ее. Come on, I've been cooped up in my room for hours. А, ну все. Jeez. Pulling my hair out, trying to figure out the math problem Miss Wormwood Тогда gave берем us. шкатулочку. Джекер, привет. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Мальчики, она везет моя курочка. Ох уж это ваша лангуага. Почему тебе не нравится? Just... Yeah. Where'd this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. Forever. Очень I давно. just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. Отдала ее. Блин, это так грустно, что она не увидела, ну, не попрощалась с мамой. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Или, может, я еще могу подслушать разговор? Достиженьку это выполнить. Что там за письмо? Dear Kate, wherever you are now,
Despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Ah, what the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. А как нам сделать самоанализ? На какую кнопочку здесь? Я бы, конечно, в зеркале сделала, будь я, конечно, разработчиком этой игры. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Я извиняюсь, как сделать самоанализ? Помогите, пожалуйста. This is not the time to surf the web. If I don't... А, вот, да? Don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. I mean, hey, I've crossed Europe, been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. Oh, and I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? Нам вообще пофиг на ее суждение. The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. Ну, In any вообще-то... case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. I'm the one who should be criticizing her. Кстати, I mean, может, мы come сейчас on. можем подслушать? Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Siberia. And then there was the departure with the Uccle tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. Не, я не могу сейчас подслушать, надо было тогда, да? Блин, как же музыка здесь прям вообще. Просто так сопутствует. Hello? Hello? Mr. Canton, is that you? Who's there, please? Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know, things have been complicated. Complicated. I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions,
And just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. Попытаться понять, что. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Kenton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. I get why you're mad. Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. And that's how you're gonna stay. Классный звоночек. А в чем ее проблема? Она и так забрала нашего парня. Я что-то не поняла. Приветствие, когда это Новая Сибирь. Блин, ну типа она же могла эти документы отдать, а потом с Гансом поехать, или не могла? Вот что интересно. Просто отдав эти документы, ее полиция не искала. Но она не могла, наверное, да? Мне кажется, немножко тихо. Не, ну, картинка действительно красивая. Годная. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. Неплохо, в принципе. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rouz was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. А, это наши фоточки, да? Стример еще прям все, что ты начинаешь, вот эти твои вот эти вот этот. Так, слушайте, а может час смогу подслушать разговор?
Demoiselle Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. А что у нас, кстати, по достижению последнее? Перед уходом из лагеря найдите бутылку с водой. Что за бутылка с водой? Мы же ушли из лагеря. Мы все это искали. Ah, hello, Miss Walker. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? I'd like to go to the Music Academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the Academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town, where students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. I went to the Silberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. Привет, Андрюх. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaughan for everyone, see? Best not stir up old memories. Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Vaughan was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? I must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. Спасибо за фоллоу, Дмитрий. Так, короче. Я так понимаю, что я не могу тут никакой разговор больше подслушать. Это надо было делать раньше. Ну ладно, погнали. Надо было в начале делать, походу. Спасибо, Андрюх, за розочки. Нам вперед, забыла. О, ничего себе, накидал там. Так. Угу. Ну, погнали.
Нервная ночь. Короче, то достижение надо было сразу делать, когда мы в первый раз говорили с фрау Вагнер, она говорила нам про то, что там кто-то сидит. Ну ладно. Ну сюжетного-то понятно, что не пропущу, а вот то, конечно, я уже пропустила. Надо будет перепройти. Ну что, я вот в Сибирь 3 сегодня 2 достижения выполнила. Надо было дневничок ее почитать, блин. Сейчас почитаем, доедем. Я так понимаю, что это мы сейчас доедем до того момента, где мы стартанули с Даны Роуз? Или нет? Или это музыкальная площадь, получается? По-моему, вообще красотища, да? Именно красотища. Ляпота. Долго ее делали? Ну, по-моему, годика 4. Годика 4 где-то. Привет, Михаил. Сегодня весь день смотрел «Мафию». Что думаешь, это чумачеча? Привет. Чумачеча, да. Ну, есть такое. Чисто ради контента могу иногда ерунду поделать. Не более. Так сказать, повеселить ребят. Да, это вот мы отсюда, по-моему, стартанули, да? В начале. Да-да-да, это место, только здесь булочная была. Так, давайте нам нужно дневничок почитать. Очень бы хотелось. Вот это мы, по-моему, читали, да? Кейт ни на день не пострела. Да нет, оно немножко поменялось. Я ожидала, что путь до лагеря будет чертовски долгим, только столкнулся с группой альпинистов. Не, смотри. Так, вот это мы читали. Он означает, ну как бы то ни было, Мокер все еще продолжает сомнительные поиски. Вот, получается, сегодня я посетил известный лагерь на горе Зильбершпигель, был сделан тот рисунок, который Кейт Уокер стал так одержимой после побега из шахты. Я ожидал, что путь до лагеря будет чертовски долгим, но по дороге я столкнулся с группой альпинистов и сотрудников Института судебной медицины Ваген. Оказалось, что они тоже направлялись к лагерю, точнее, к подножию печально известного ущелья, именуемого Перевалом Дьявола, чтобы сделать одну жуткую работу. Избавлю вас от мрачных подробностей. Но суть в том, что любезно предложили подбросить меня до лагеря на своем вертолете. Там я познакомился с хозяйкой лагеря, сварливой пожилой дамой по имени Лени. Это оказалась хитрая и неразговорчивая особа, слова из нее клещами не вытащишь. Наша встреча проходила под присмотром некого помощника Лени. Он был очень крупного телосложения, старался держать у меня на виду, но в то же время не выходил из полумрака зала. Стандартная тактика запугивания, которая, конечно же, была против меня, совершенно бесполезна. Я ведь из Нью-Йорка, верно? Мне удалось вытрясти из пожилой дамы подтверждение, что Кейт Уокер действительно была в лагере и спрашивала о событиях лета 1937 года. В итоге фройлен Лени уступила и нехотя рассказала мне все, что знала.
Она много говорила о некой Дане Роуз, это девушка с рисунка госпожи Уокер. По всей видимости, лето того года Дана влюбилась в альпиниста по имени Леон. Все это происходило во время подготовки секретной экспедиции, известной под названием «Исток». Экспедиция финансировалась коричневыми тенями, а подготовку снимала известная в то время кинематографистка Юнта Штайнхофт. Очевидно, что этот Леон после разногласий с деятелем коричневых теней был вынужден подчиниться их приказу и отправиться с экспедицией в далекую страну, которую они называли Балтаяр, что привело к болезненной разруке с Даной Роуз. Получив эти сведения, Кейт Уокер на следующий день отправилась в музыкальную академию Вагена. Именно туда я теперь направляюсь, чтобы продолжить свои поиски. Дорогая госпожа Оливия, надеюсь, что письмо застало вас в добром здравии. Должен признаться, ваше последнее письмо ставило меня в замешательство. Уокер звонила вам за несколько дней до того, как вы его отправляли. Так? Прискорбно, что она вновь отказалась от разумного поведения и отнеслась к вам враждебно. Я полностью понимаю ваши опасения и поддерживаю попытки заставить госпожу Уокер вернуться в США, но разве можно помочь тому, кто отказывается от помощи? Сколько раз вас должен оттолкнуть человек, которому вы пытаетесь помочь? Интересно, а чем это нам Оливия, пытается помочь? Не просто вот, я что-то не понимаю. Ладно, поверьте мне, Оливия, это правильный вопрос, и я тоже часто их себе задаю. Госпожа Уокер и разные ее спутники тоже обращались со мной грубо, хотя я лишь пытался ей помочь. Господи, может, нам просто не нужна их помощь? Что это за бред? Нужно смотреть на вещи шире. Кейт Уокер еще скорбит. На самом деле она скорбит не только по матери, но и по своим друзьям, Катюше и Оскару. Кто знает, какие страшные воспоминания преследуют ее, когда она остается ночью в одиночестве. Допускай, что именно эти чувства заставляют ее враждебно относиться к тем, кто пытается ей помочь. Ведь так и было, когда она звонила вам ночью. Вау! Буду ждать следующих игр. Удачи. Чмок-чмок. Ага, я вас понял, Михаил. Михаил. Прикольно. Спасибо большое за косарь. Спасибо огромное. Следующие игры. Ну, кстати, насчет игр. Вот меня позвали в пятницу поиграть в First Class Trouble мы будем. А Мафия даже не знаю, когда будет. Вот, может, в пятницу и спрошу. Но на самом деле я мне кажется, уже так отвыкла от Мафии. Я так давно в нее не играла, и я даже не ездила на Мафию с лета аж. Меня вытянуть куда-то поехать, по-моему, вообще проблема, я вообще не могу. Мне какой-то такой, мне кажется, немного психологический какой-то у меня ступор, что я не могу поехать. Не знаю, как это объяснить. Вот. Ну, короче, это. Я уже давно не играла в Мафию, даже не знаю, хочу ли. Ну спасибо большое за поддержку, Михаил. Ой, так. Допускаю, что именно эти чувства заставляют ее враждебно относиться к тем, кто пытается помочь, ведь так и было, когда она звонила вам ночью. Поэтому всем уважении, нет, я не могу отказаться от поисков госпожи Уокер, так что будет очень жаль, если теперь мне придется продолжить путь без щедрого покровительства вашей доброй персоны и вашего мужа Дэ. Ой, чешется спина. По моим последним сведениям, Кейт Уокер посещала музыкальную академию, поэтому сегодня я отправлюсь сюда, чтобы найти ее. Слушайте, он все типа за нами по пятам, но все как-то нас не находит. Все, это последнее. Это вот сейчас мы здесь. Getting paid. No paid. It's separate, you know. Separate. Отправиться в музыкальное занятие, самоанализ, прежде чем пойти в академию. А где мы тут можем этим самоанализом заняться? Спасибо еще раз огромное, Михаил, за поддержку. Или Михаил лучше. Прикольно так, конечно, ты решил разделить свой ник. Свое имя. Так, хорошо, продвигаемся вперед. Да, это вот место. Немножечко тут, конечно, оно изменилось. Ой. Там Оскар.
Это какая-то мемориальная стена, походу. Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! All right then. Oscar! Are you all right? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar, oh, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do Взрыв hope эмоций you don't неразумный. such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Камиль, привет. Бум-бум. Слушайте, ну такая забавная вот эта штуковина. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the music academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, traveling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Снова вместе. Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar, and you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Привет, Жор. Это место... Да, я помню, что это было гетто, поэтому здесь и стоит этот памятник, скорее всего. За геноцид и всего вот этого ужаса, который творился с людьми здесь. I'm so glad he's back. Говорить? Is there anything that requires my assistance? Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Интересно, тут будет имя Дана Роуз? Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. Я же говорю, да, это памятник жертвам. Я же вам говорю, они прямо у этой стены, походу, их расстреливали. Господи, аж страшно стало. Bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Блять, так и подумала, реально. Так, подожди, ну давай почитаем. Андреас, Улис, Тобиас, Аня, Даниил, Филиппа, Франк, Сара. Что-нибудь на Роуз. Гербер, Шифер, Фюрстман. Не, там нету. Ну, вроде нету имени, фамилии Роуз. Так, нам нужно где-то тут самоанализом подзаняться. Да. Вопрос только где. Мать, ты сильна в немецком? Я учила немецкий до 8 класса в школе.
Кстати, вот это вот. Ага. Это вот мы сделали. Она увидела послание в будущее, да? Блин, надо было инициалы делать. Она бы знала, что это Дана Роуз. Ну ладно. Так, хорошо. Где же нам тут позаниматься самоанализом? Слушай, ну сохранилось? До сих пор, типа, сохранилось. У нас тешится. То есть, погоди, ты учила немецкий, так хорошо знаешь. Нет, так английский я учила и в универе, и в школе, а немецкий я учила лишь до 8 класса. Все, что я помню с немецкого, это «Mein Mutter ist schon». Все. Что в переводе на русский означает «моя мама красивая». Это все, что я знаю по-немецки. Ну и там «Guten Tag», «The Zeug», «Ich liebe», что-то «Ich liebe dich», это «я тебя люблю», что-то такое, наверное. Типа там 3 слова я знаю на немецком. Я даже не знаю, как сказать, меня зовут там, вот это все. Потому что, ну, я как бы... Кто-то на днях залась на свой хороший английский. Какой хороший? Я же знаю, что у меня плохой английский. Ну, такой, короче... Средний, я бы сказала. А ничего себе, ты поздоровался как. Привет, привет, Камиль, еще раз. Да, Гитлер капут. Это тоже на немецком. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bohogstadt. Красиво. Мать, ты, видимо, не слышала среднего, ну, такого английского. Блин. Ну, смотри, каждый же судит своей колокольни, правильно, в жизни. То есть ты же, когда что-то делаешь, ты через свою, так сказать, призму смотришь на все. Понятно, что для кого-то мой английский покажется божественным, если он там может максимум сказать hello, да? Ну, понятно. Но я, например, знаю, что, ну, можно и лучше разговаривать, поэтому я считаю, что он такой. Ну-ка, войдем сюда. Подожди, или мы сейчас зайдем, а это кому-нибудь... А, это какой-то... Кофе какой-то. Кафешка. Может, здесь самоанализом позанимаемся? Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year the Academy's best student would play along with it. As did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Может, мы можем починить его? Do you know anything about the Wagen Music Academy? It's the large building across the square there. It used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays.
I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. Как же их любит их, как я же сказала это тоже. Я общалась с девчурой англоговорящей, она оценивала мой английский, сказала... So, you can survive in a talking countries, примерно, ну, да. Если ты сможешь выжить, то нормально. Уже считается рабочим, так сказать, вопросом. Так, все, да, на этом мы здесь больше ничего не можем. Слушай, ну подожди, может быть, я там что-то не тыкнула? Всегда хочется еще проверить пару раз. Может, что-то можно тыкнуть? Во, почитать, да, можно. Работник месяца. Работник месяца Джошуа Денке, заведующийся исполнением своих обязанностей. Вот оно как. Блин, что болит тут здесь? Андрюха там накидывает мне все. Спасибо большое. Прям скоро можно реально песню вот эту врубать. Слышишь, Андрюха? Если бы был какой-нибудь счетчик, да, вот это, можно было бы на миллион алых роз. Из окна, видишь ты? Ну ты понял, да, шутку? Чисто на миллион песенку врубите. Здесь ничего, чат. Looks like they've tried to blend all these new shops into the original facades. It doesn't make it any less a tourist trap, though. Хэндехох, да. Хэндехох знают все, скорее всего. Где я буду хранить их? Ты что, не надо? Далу, что такое? Почему ты не можешь двигаться? Спасибо, Серег. Так. Что я не поняла, где нам самоанализом-то позаниматься-то, а? За место. О, ничего себе. Да блин! Ну серьезно? Ну, ясно, блядь. Ну, откуда? Вообще-то он же показал главное здание. Ну, ё-моё. Ну, он же показал главное здание. Ну вот и что теперь мне делать? Ну, я теперь не смогу выполнить достижения, где все secondary goals. Ну что это за бред? Ну как я могла понять, что это здание, музыкальная школа? Ну ё-моё, ну. Ну что это за фигня? Он же показывал вообще вот на это здание дурацкое. И как мне теперь это исправить? Никак? Я не могу загрузиться раньше. У меня сейчас жопа сгорит с этого, ну серьезно.
Вот ты бегаешь по этой вот по этому вот месту, просто ищешь, где тебе выполнить это дурацкое самоанализ этот дурацкий. В итоге заходишь уже дальше и все. Ну и что это за хрень? Объясните мне, пожалуйста. Тупая, блин, херня на самом деле. Pity I don't have time for some sightseeing. Это бред. Так а как перепроходить? Уже не перепройдешь никак. Это нужно заново игру перепроходить. А, боже, такой, ну реально бред. Вот я не понимаю разработчиков. Но если вы делаете вот такую вот фигню, что нужно какие-то побочные, ну, блять, ну так не пускайте тогда. Ну ты же ходишь везде подряд, ты же не можешь знать, где точно эта музыкальная фигня. Strange. Идиот. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Ну вот где была эта кнопка сраная с самоанализом? Ну вот в каком месте она была? Привет, Фласк. Ну, тупая ситуация просто. Ты... Даже никакой вывески нет, что это музыкальная академия. Ну, просто ничего. Не, самое что забавное. Показали здание в центре. Показали вот это головное здание, когда спрашивали про музыкальную эту академию. Ладно, пошли дальше. Пизду просто. Сгорела жопа. Просто идиоты реально создают вот это все. И оно уже автоматически сохранилось, блядь. Уважаемый господа, в соответствии с положением 136.2, настоящим вам вручается уведомление о выселении, уведомление о необходимости событий, занимаемое вами помещение, представляющее сельскую вагину, до причины данного уведомления выселение является должность повышения арендной плате, родра, пошли нахуй, все, иди в пизду, блядь, даже читать ничего не хочется. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Ваген 56. Ваген отмечает 60-ю годовщину освобождения под аккомпанемент в исполнении учащихся музыкальной академии. Церемония, собравшая сотню людей на улицах Вагена, завершилась торжественным чествованием героев освобождения в музыкальной академии Вагена. После того на музыкальной площади состоялся торжественный бал под открытым небом. Освобождение всколыхнуло острые талии, свернуло надежду на мир. Сказал мэр Вагена в своей речи церемонии. Музыкальная академия столетия учебного заведения стала комендатурой кричной стене. После освобожденного разместили штаб союзников. После ухода, благодаря финансированию по плану маршала, академия смогла возродиться и занялась тем, что для чего была создавалась. Все же ректор академии решил в свою очередь на мрачной ноте. So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Так теперь Скален закрывается к херам собачьим. Что ты ожидала здесь увидеть? Я не удивлюсь, если где-нибудь бомж спит. Guten Tag. Пликинь, пликинь. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Забавный мужик. Oh, sorry, you startled me.
So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector, and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. Мы это устроим. But, alas, I can't, can I? Unless... Unless what? Well, you know. All right, then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rouz. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Rouz. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Bargain, which you must play on the piano on the square in order to activate the Orchestra of Automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Что-то у меня подгорела жопа с того, что ты должен как-то просто угадывать ситуации эти все. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. I wonder what it's supposed to represent. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching
to the people of our beautiful town. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? I'm just a little worried, that's all. About a friend who has left on a long voyage. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Угу. Привет вам, спасибо большое. А вот нельзя было сразу показать вот эти механизмы, чтобы ты понимал, что отсюда вот она вышла, значит, это все-таки, а не вот это. Ой, ладно. Sorry, lads. I've no time for chatting. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if you were here now. I love receiving his letters since he left to Baltea with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Вот как бывает. Fraulein Rose, I'm waiting. Это ж она. Нет? А, она здесь, блин, она наверху. Come and see, Fraulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square
is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an Academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire, so he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. Как у них She тут всё understood загорелось they так. were all doomed to die. And her music brought them peace of mind during their last moments. Жесть. Как она так... This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fräulein Rose? Ну всё, да? I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fräulein. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Так, ну что, переключаемся, получается. Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Я могу позвонить. Нифига себе. А как поговорить с ним?
Мгм. Да, тут даже неизвестно, что надо нажимать вот тут. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style, like at Bohogstadt. А может, надо вернуться и посмотреть? Не, ну да, надо починить, а потом пойти. Я уже поняла, я ж поэтому и пошла. Шесть, 4, 2, 8. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. А, подожди, или... А, так подожди, это здесь 6, 4, 2, 8. А там-то хрен поймешь. То есть должно быть 3, по идее, или 2. То есть если там будет 6. А я могу это открыть? Нет? Блин, сложно. Надо как-то посчитать. Ладно, хорошо. А где эта комната? Надо найти где-то эту комнату. А вот она. Looks locked. I can't go in. В смысле? Looks locked. I can't go in. Или это не это? А, вот она, может. Я что-то не поняла, так от чего этот ключ? The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Looks locked. I can't go in. Так, хорошо. Какие там были? Блин, вот посмотреть бы. Просто не видно оттуда. 6, 4, 2, 8, да? Это 6, 7, 8. То есть 8 где-то посередине. Ноль получается. Правильно? Или 2 все-таки. Наверное, 2 все-таки, да? Ладно, 2.
4, 2, 8. Блин, сложная какая-то фигня на самом деле. То есть должен быть 0, правильно я понимаю? Сколько там было? 6, 4, да? 2, 8. Двадцать 84. Что неправильно? Бля. Ладно, блин. Как найти комнату эту или что мне надо найти? I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. Это он подпер нам. Ну вот зачем нам телефончик получается. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. 5, 1, 2, 3. 8, 8, 8, 3, 2, 1. 5. 1, 2, 3. Давай беги быстрее, блядь. 8, 8, 8. 3, 2, 1. Так. Телефончик там стоял, да? 5, 1, 2, 3. 8, 8, 8. 5. 1, 2, 3. Алло, машиночку перепаркуйте. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Замечательно. Мы справились с этим. Побежали обратненько. Ой, меня до сих пор пуканчик немножечко печет из-за того, что мы должны будем перепроходить, потому что это достижение не выберется. Печет! Чат, как же у меня печет. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana, there should be an access to the clock tower somewhere in the room. Oh, I've already checked over everything upstairs. There's no point you going up there. That elevator Dana tried to take, it leads to the clock tower. We need to find it, Oscar.
где вот это вот... Блин, где вот это вот место? Я уже запуталась. А, это мы назад идем, да? А, вот оно, господи, вон оно там, это место. Боже, дай мне сил. А, это мы сейчас будем вот это вот эти штучки так открывать. Wow. I would hate to be the one who must tune this. Замечательно. А кодик-то какой, солнышко мое? Кодик мне нужен. Вот посмотри вот на эту штуку. Вот мне вот этот кодик нужен. Пожалуйста. А, вот. Господи. Опять, а. 4, 2, 5, 3. 4, 2, 5, 3. Сейчас попробуем, как там написано. Ну, не работает же. Да, конечно, потому что это задняя сторона, я правильно понимаю? Я же не совсем алло, гаражик. Правильно? То есть, получается, 9, да? Пять. Молодец, не совсем алло, гаражик. Угу, спасибо. Impossible. Подожди, а что мы должны сделать? There's no air flowing through. I must have missed something. А что я должна сюда вставить? Подожди, так тут сейчас кафешка. According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building. In what today must be the elevator Dana saw during her inspection must be right here, behind the door. I need to find a way to reach it. Может, она спустит? Ah, Fräulein. So, anything else I can help you with? Well, I need to get to the back room of the shop. This shop? Yes, if you don't... I'm sorry, but it's strictly forbidden to the public. Besides, why would anyone want to go back there? Well, it seems that the back room has the only access to the clock tower, which is where I need to get. I'm sorry, but it's against company rules. I can't allow it, Fräulein. Okay, thanks anyway. Okay, I need to find another way in. А
Чем мы не попросили его? Что-то не поняла. Сказали бы, пойдем, зайка, в подсобку вместе. А, ну вот есть задняя дверь. Согласна, ладно, пошел он в сраку. I should be able to get through it, if I can reach it. А, вот есть что-то. Давай, пихаем. Тяжеловат ящичек, конечно. А, тут даже нет стекла? Я еще такая думаю, а как она собралась полезть туда, если там стекло? Гениально. А, оно открыто. Now I just have to find the elevator to the clock tower. Must I remind you that... According to the report, the elevator Блин. should be behind there. Let's hope it hasn't been walled up since. There. Okay. Just need to clear the passageway. Ну, как бы нам могут переписать вот это вот. Она не боится, что, ну, как бы это... Ну, что это? Лифтик-то уже староват, наверное, небось. 70 или... А, ну да, нормальненько. Поднялась. I'm sure there's more for me to do here. They're still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they Ну, were слушай, activated. сама все таскает. Все... Михаил, привет. Сама все таскает. Просто все. Так, а я, получается, с Даной Роуз тоже должна так забраться? Или мне это не обязательно? А, ну, скорее всего, обязательно. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. That's it for the engine. Now I should open those large doors. Подожди. Просто надо было запустить, и все. А, реально, здесь вон дверь со стеклом, она просто назад. Я поняла. Подожди, а нам точно нельзя туда подняться? То есть там ничего не надо делать, только двигатель запускать вот в этом механизме? I would love to be able to climb to the top of the clock tower. They say the mechanism is incredible. Go and write out your report to Frau Beckman. There's nothing else for you to do here. The spare parts for the automatons on the square. То есть нам здесь ничего делать, да?
Значит, мы этот механизм запустили. Все, да? Looks like spare parts for automatons. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the Rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Ага. Все, понятно. Здесь надо было эту штучку. Окей. Так, здесь все оказалось несложно. Хорошо. Здесь все оказалось не так сложно, как я думала. Когда, интересно, Ганс успел все спроектировать и построить? Ну, в 37-м. Ну, или раньше, когда вот пожар был. В 33-м у них был пожар или в каком? Уже немножечко запуталась в их датах. Давай по приколу отсюда выйдем. Ну, чисто, чтобы угорнуть с этого чела за стойкой. Не можем отсюда выйти. Ну, ладно. Я бы чисто угорнула и через ту дверь вышла такая. Ну, вы поняли. Такое чувство, что она ищет механизм для сугубо личного пользования. Да. Looks locked. I can't go in. Так, вот здесь вот какая-то проблема. Я не знаю, что с этой проблемой делать. Давай вернемся и посмотрим на этот механизм со стороны Даны. Ну, здесь просто все. Здесь... Здесь ничего типа не надо. Вот сюда. Ага, ну да, все правильно. Так. Something's wrong. Да, я уже знаю, что-то здесь. О, господи, это нам нужно вот это, правильно я понимаю? А, ну тут, как обычно, заляпано. Закрыто, открыто, открыто, открыто. Смотри, закрыто, открыто. Открыто, открыто, открыто. Закрыто. А-а-а. Потом вот такая штука. Вот, и здесь она это не то. Вот, она открыта. Можно просто, ну, смотрите, сейчас немножечко лайфхак. Немножечко лайфхак. Я просто сфотаю, ну, на телефончик, да?
Просто сфотаем на телефончик сейчас и все сделаем. Сейчас, девочки. Ну, чтобы вот это вот, ну вы поняли, да? Чтобы вот это туда-сюда не скакать. А как мы вот стул открывали, вот этот в третьей Сибири, так и здесь. Так, здесь, получается, надо открыть. Дальше. Здесь закрыто. Боже, это не то. Вот так. Вот это закрыто. Это какая? Вот это? Ага, закрыто. Здесь вот эти две открыты. Вот так. Вот эти вот две открыты. Господи, что это такое? Это не то. Боже, это не то. Это должно быть закрыто. Во, вот эти две открыты. Это открыто, вот это закрыто. Вот это. Супер. Дальше. Вот это вот так же. Здесь открыто, здесь закрыто. Все, оно вот так должно быть, чат. 100%. Вот 100% вот так. Вот эту теперь. А, здесь вообще все закрыто. На всякий случай я сфоткаю. Я не собираюсь мучиться. Так, это сюда. О, господи, это не так. А, нет, это не так, чат. Оно все не так. Боже, какой трэш. А крутится оно? Нет. О, господи. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Это... Подождите. Вот это вообще вот так. Вот это вот так. О, господи. Вот это вот так. Это так, здесь вот так. Вот это открыто должна быть. Ага. А, это должна быть сюда. Вот это... Это мешает, да? Давай вот сюда тебя. А, туда мешает тоже. Туда мешает. Сюда мешает, туда мешает. Все нам мешает, да? Так, еще раз. Вот этой вообще не должно быть. Она должна внизу быть. То есть вот это сюда, вот это сюда. Да, вот так. Потом. Вот это сюда. Вот это, вот это. Вот это сюда. О, господи, вот это вот сюда. Все, оно вот так. Это трэш. Очень классная игра, но вот эти вот штуки, это вообще... Ну-ка, давай попробуем. Something's wrong. Так, чат, что-то не так. Проверяем. Ну, открыто, закрыто. Здесь открыто. Нет, вот эта штучка закрыта. Я не понимаю, что не так.
Не трожь, сломаешь. Гениально. И как тут без инструкции можно было настроить? Так у нас же типа есть инструкция. Вот она у меня в руках, я ее сфотала. Вот ты типа должен переключаться на Дану Роуз. Вот, видишь? И вот здесь смотреть. Но проблема в том, что что-то не так. Здесь открыто. Здесь такая полосочка открыта. Здесь то, что здесь открыто. Дальше. Здесь такая штучка. Здесь вот эта штучка. Это закрыто. Это закрыто. Здесь вот открыто. Две штучки. Под ней золотая открыта. Да. Здесь вот это закрыто. Вот так. Здесь такая потертость. Да. Вот эта точка. Это закрыто. Это точка. Это две точки. Ну все так. Почему он говорит, что не так? Ну что-то значит не так. Может, надо глянуть на листке? Слушай, ну просто проблема в том, что... Ну вот, смотри. Ну вот, это первая непонятно здесь. Она, видишь, расплюскана. Вот здесь вот большая. Вот здесь две открытые, да. Вот здесь закрыто, здесь закрыто, здесь две открыты, здесь открыто. А здесь открыто, здесь закрыто, да. Здесь открыто. Здесь две открыты, здесь закрыто, здесь открыто. Да, все так же. Там также на этом листочке. Это не так у меня? Может, вот это немножко по-другому? Подожди. Может, вот это должна быть? Нет, она прям... Вот так она прямо, да. Нет, тут должна быть дырочка вот эта. Вот. Ну, 100%. Something's wrong. Закрыто, открыто, да. Ну, мы можем... Что мы можем поменять? Мы можем только верхнюю, наверное, правильно? Спасибо большое за рейдик, Дэйв. Привет. Может, вот так? Нет. Может, вот эту открыть? Господи. Something's wrong. Не понимаю, что не так. Может, вот так? И здесь закрыть? А, нет, здесь не надо закрывать, получается. Something's wrong. За какой ужас? Так, еще раз. Хорошо, давай вот это покрутим. Ну вот только вот это подходит. Ой. Вот это. Да. Так, чертеж. Вот это открытые. Темные. То есть вот здесь темные и вот здесь темные. Может, вот эту надо закрыть. Вот так. А вот эту оставить открытой.
Блин, ну это трэш, конечно. Просто признайся, кайфуешь от звука. Да, ребят, нужно починить этот механизм. Проблема этого механизма в том, черт бы побрал, что вот оригинал. И мы сделали точно так же, как и здесь. Мы сделали один в один. Wow. I would hate to be the one who must tune this. Ну. Мы сделали один-один, как тут, и оно не работает. Ой. Так, вот если эту откроем. Вот эту закроем. Ну вот же то один в один. Закрытая точечка, открытая точечка. Открытая какие-то полосочка, открытая. Дальше тут открыто, тут точка. Тут закрыто, тут закрыто, тут открыто. Тут открыто, тут точка открыта, да. Открыта точка, вот открыта, вот это такая штучка вниз. Я не знаю, ну все как вот здесь, ну все один в один. Может, эту штуку надо открыть? Хотя она вроде закрыта здесь. Да. Something's wrong. Все, а вот этот рычаг уже нельзя двигать. Все, он такой же типа. Может, сюда нужно что-то засунуть, я не знаю. That doesn't work. Ладно, все. У меня горит жопа уже. Так, идем вот этот делать. То есть правый. You can tell, Frau Beckman, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's going to take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Ага, то есть этот мы не можем посмотреть. Ну давай вот этот посмотрим. Так, тогда левый идем. 6, 4, 2, 8. Погнали левый делать. А что я нажала вернуться? О, господи. Так, смотри, 6. Так, давай с шестерки начнем. Это 0 получается, да? Или 1 все-таки? Наверное, все-таки 0, да? Да откуда я знаю, Стига, какая там вероятность, блин? Ты так спрашиваешь у меня? Я же... Как я могу знать? Теперь раз прохожу. 6, 4, значит, надо... И ставить 8. Правильно? 6, 4, 2, 8. Нет? Да, 1, 9, 7, 3. Угу. Год, я поняла.
Замечательно. Что это такое? За что мне это? Даночка, родимая, что это такое? The maintenance man said it was functional. Something's wrong. А, ну смотрим, получается. С, Г, Д, А. С, Г, Д, А. А, так а где это С? Как оно работает? А. Не поняла сейчас. Господи, что? Как это? А как эти палки убрать? Это же вот эти палки нам мешают. Мама. Будто они же прям здесь засунуты в эти. Третья вот здесь вот посередине С. Что это вот такое? Ага. Ага. И как? Бля, хорошо, давай с последнего начнем. Это на А, да? Боже, як сложно. Д предпоследняя. Ну, допустим. Так, а как мне... Все. Я понял. Хорошо, а вот эту куда? Это вторая А, да? Оно также оно застряло в них? А, нет, оно не тут. Вот это тут. Хорошо, здесь получается... С, Г, это Г последняя, это С, третья. Боже.
А, все, понял. Подожди, а как на последнюю ее? Не понял. Так она должна быть на последней. А как я ее донесу? Наверное, ладно, сейчас понял. Понял. О, Господи, помилуй меня. Нет, ты не залазишь? Она не залазит. А. Это не достану, ну вы поняли. Какая там буквочка? Г, да? Хорошо, танка, Г. Г. Сделала тебе Г твою, на. Возрадуйся. А здесь вот это вот тут. Вот так. Half done. Let's see what's next. I don't think they mentioned this code in the report. Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Impossible, Кейт Уокер. Such an act is illegal. Let's just hope that no police come by here. А, да? Something's wrong. Блин, ну проблема в том, что вот этот мы не можем посмотреть, потому что там тип стоит. Вот этот тип там стоит, блин. Come back and see me once you've got the reports from the 4 maintenance man. Ты 4? So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. A part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckman everything's in order now. I should go back and see Frau Beckman. Ну здесь мы так и не сделали, блин. А что ты перебегаешь? Я же нажала подняться. Блин, водички хочу попить. The report ends here. It doesn't say what happened next. I think it contains all the information you need to repair the mechanism. Получается, это у нас есть, да? Looks like spare parts for automatons. Блин, так я не поняла. Вы что, угораете? А вот этот что делать с этим? Не поняла. Так, а вот с этим что делать?
А, подожди. А, господи, он сделал. Фух, слава богу, он сделал. Ну все, у нас остался только один дурацкий, который я не могу сделать. Почему, не знаю. Вон он там. Ну вот здесь вот какая-то фигня. Вот эти штуки, наверное, не заработают, когда ты здесь нажмешь, или что? Я не понимаю. Нигде больше нельзя ничего нажать. Ну и ничего здесь. Must have got it wrong. Кейт Уокер. Better try something else. Ты сейчас серьезно? Something's wrong. Ну. Ну вот, смотрите, ну все же так. А, подожди. Ну вот оно. Открыто, открыто. Это должна быть закрыто. Это должна быть открыто, походу. Наоборот, блядь. Подожди, вот это закрыто, открыто, открыто. Вот это должно быть закрыто. Стой, наоборот. Закрыто. Всё. Правильно, дальше. Вот так. За что, блядь? За что? Something's wrong. Something's wrong.
Здесь почему-то показано, что она должна закрыта быть, а вот тут она здесь тоже закрыта быть. Ее открыла. Все, вот так. Если сейчас неправильно, то я все. Something's wrong. Ну я все, чат. Я не понимаю. А, вот это открыто должна быть, блядь. Все, вот теперь точно. Вот, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Спасибо. Right. Okay. I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Ну, а смысл уже вот эти заданьки делать, если я уже пропустила эту дурацкий самоанализ? Ну, достижения не получу. Ну ладно, пошлите. Что такой бред, что ты вот взял и вот сюда зашел, оно автоматически сохранилось, и ты такой, ну ясно. Ну понятно. А как мне с ним поговорить? It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Excuse me. Hello? Now what? I see you're not a fan of modernizing the square. Oh, the council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Vargan. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule, like an attraction. Did they do it? Oh, the talks went on and on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair. There's just one problem. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. My mom bought me one when I was a kid, but it really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order, regardless of the rhythm. You just need to know the basics of music reading. Да, конечно, я же как раз умею читать нотки. Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no Конечно, lessons. нет, я не умею с тем. No lessons, no Какие ноты. academy. Я тут еле And why are there починила no этот. students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution to become famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. No students, no lessons. I get it. But, between you and me and this counter, I'd say that's all just a pretext to get us out of the building. And why would anyone want to do that? To make others rich, of course. Property developers who are going to slice our institution up into shops, apartments, and office spaces, just like they've done with all the other buildings around the musical square. Ну так а что поделать, если никто вас не учит? Quite. Good luck with the mechanisms, Fraulein. Что ж поделать, если никто не учится у вас, дружище-то? Поднимаемся.
Так, ну что, сейчас что-то будет, да? Я вообще не умею играть. Как я сейчас буду играть? All the mechanisms on the square are working. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. А где там эти ноты? Okay, the sheet music is in place. А. Извиняюсь. That doesn't work. That doesn't work. I need to find a way to activate the piano. А, мы типа его еще не запустили, да? I can't play. The engine is off. А. Что я понял? Poor little thing. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no notion of sentiment. Indeed, I would go as far to say that it was a basic monofunctional automaton, unlike some of us more evolved automatons Повар, built to приветик. serve several purposes. Где смотреть тут может? Broken. Ага. Ну иди теперь ты Wait, тогда. Kate Walker, I am a highly evolved automaton. Yes, and built to serve several purposes. Off you go now. А теперь можно? Чикс. Поехал, дружище. Всё. I see. You still haven't lost any of your Ну чуть-чуть irritating побегай, habits, ну Kate Оскар, Walker. ну что Look ты? on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. Что поварить еще раз? Что повторить? Поехали. Красотища какая! Мужик бы стоял на этой платформе, его бы поднял. Диего.
Is everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaughan's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough, because? Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. Да, конечно, нашли Баварому. Он же уже тут нам помогал, Сергей. Подожди, так может быть она действительно какая-то дальняя родственница ей? У них какая-то связь? Ну, кстати, да, музычка очень похожа. Ah, thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Glad to have been of service. I believe you have a file for me. Of course, of course. Here it is. Dana Rouse. Ну, наконец-то, наконец-то. Thanks. At last. Oh, no address here. Oh, this is definitely Dana's file. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Лямур, да, не заходит что-то. I think so. Well, thank you. And goodbye. No, thank you, Fraulein. А что, мы не можем посмотреть досье? А, только так, да, типа? 20 Bridge of Mists. Dana's address in the 30s. Так, что у нас тут по документу? А, больше ничего. Так, неужели эти сценаристы как-то подвязали это, да? Ну, то, что они типа... Блин, то, что они типа там, может, вообще семейная какая-то у них связь, это вообще круто получится. Вперед. Что это за звук был? Блин, ну картинка, конечно, кошерная тут. Не поспоришь, да? Так, по-моему, с этой стороны у нас. Looks like this district has been more modernized than the antique shop district. Так, а где же наш мост туманов? А, вот он. Brücke del Nebel. Последний концерт. Мы получили достижение, да?
Ну ладно. Заходим. В игре не к чему придраться. Ну вот я придралась бы вот к этой ситуации, что побочные задания могут вот так вот просто скипнуться, когда ты, ну, как бы не хочешь их скипать. А они скипаются, потому что ты вот берешь. Кстати, очень странно, потому что когда именно в доме Кейт Уокер, когда она была маленькая и смотрела на этого лебедя музыкального, когда ты подошел к этой, вот этой табуретке, ой, не табуретке, господи, как это называется, полкам вот этим, да, когда ты к ним подошел, ты мог либо взять статуэточку, ой, музыкальную шкатулочку эту, либо нажать «Отойти». Так и здесь они могли делать, типа, зайти, типа, в музыкальную академию или нет. То есть, ну, блин, вот это вот проблема вот этих побочных заданий. Честно, ну, как по мне. То есть я пропустила какой-то ее самоанализ лишь потому, что пыталась как раз-таки бегать по музыкальному скверу и найти кнопку этого самоанализа. А в итоге я куда-то зашла, то есть в кафе я зашла. Ну, я же не знала, что вот это вот музыкальная академия, правильно? Там не написано. То есть в кафе я же шла нормально. Здесь я вот зашла. Нет. То есть нету какого-то чекпоинта или какой-то точки, от которой ты можешь отталкиваться. Потому что здесь автоматические сохранения, и ты не можешь грузануться назад быстренько и, ну, исправить вот этот вот момент. Да, чекпоинты, ну, это бред. Вот это вот немножко, конечно, выбивает из колеи, потому что ты вот уже все, ты уже не посмотришь ее анализ в этом моменте. Ну, и тебе придется перепроходить, по факту. This is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know, Oscar. I promise I'll let you out as soon as possible, okay? Парень подумал, у нее шиза. Шиза у подруги сама с собой разговаривает. Ну, бывает, дурка. Дурку словила. Так, ну что, Ваген, мост туманов. Брюкчедернебель. Слушай, прикольно, тут так этот трамвай такой прям. Спускаться, походу, придется, да? Угу. Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, it was number 20. It was number 20. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Так, нужно узнать какие-то новости о Вагене последние. Какой-то ключик тут? No. I was not. Wrong one. Ага, монетка. Whoa! That's one shrill version of the Hymn of Vagan. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagan. Все, тихо, заткнись. О, прикольно. Я даже не знала, что типа это какая-то штука с сувениром. A book about Vagan's history during the war. Maybe it could be useful later.
Ну, здесь реально, кстати, немножко туманно. А где мне вот это вот узнать последние новости о Вагине? Где мне вот это сделать? А, вот какие-то газетки, походу, да? Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Призыв ко всем жителям, торговцам Вагина. Любите наш мост Туманов всем сердцем. Мы, ниже подписавшиеся члены комитета по благоустройству моста Туманов, протестуем против решения Совета превратить Вагин в музей под открытым небом. Как именно Совет это сделает? Выделив средства исключительно на косметический ремонт зданий, чтобы привлечь в город как можно больше дешевых сетевых магазинов. Такая нечестная политика приведет к упадку наших качественных независимых магазинов и к убыткам домовладельцев, а также наших мастериц и мастеров из района Туманов. Почему это важно? Потому что владельцы недвижимости на мосту вынуждены жить и работать в нездоровых условиях, несмотря на многократное обращение к Совету с просьбой выделить средства на ремонт зданий изнутри. Если мы позволим Совету проводить свою несправедливую политику, скоро на мосту Туманов не останется жителей. Останутся лишь красивые фасады, пустые оболочки и дешевые сувенирные магазины. Что делать дальше? Чтобы поддержать дух нашей общины и качественно независимые магазины, подающие произведения настоящего вагинского мастерства, мы обращаемся к Совету с просьбой срочно разработать программу ремонта зданий внутри, программу, которая будет прежде всего обращена на благо ваганцев. Стоит отметить, что предыдущая программа по внутреннему восстановлению зданий на мосту была наспех проведена сразу после Второй мировой войны, когда мост был частично разрушен в ходе освобождения Вагина. Сегодня большая часть зданий на мосту непригодна для проживания. Присоединяйтесь к нашей группе, агитирующей за финансирование внутреннего ремонта наших исторических зданий на мосту. Встречу городского совета в понедельник в 10. Сохраним безопасность нашей общины и соберем красивый город. Комитет жителей независимых продавцов по благоустройству моста Туманов, Ретта Спайкер, Руди Зерен, Анджела Хагель, Анна Дубах и все остальные. Звоните по адресу или Анджеле по номеру. Прикольненько. Самоанализ. То, что мы не сделали в сквере, сделаем сейчас. Ой, как красивенько. Гуси летят. Забавно. Андрюша выиграл бокс. Ура. This is where Dana grew up. I wonder if she'd recognize the town of her childhood today. I think she would. That is, if she's still alive. The musical square looks like it's turned into a tourist trap, whereas in the Bridge District, it seems like time stood still. It's quite eerie, really. Какое красивое like if the место neighborhood вообще. were artificially frozen in time. Такое аутентичное, такое прям уникальное. Вообще просто посмотри на это место. Ты вообще что такое? Вообще просто класс. Спасибо, Вар. Такая ты, конечно, зайка, просто я не могу с тебя. Сидит тут мне комплиментики выписывает. Вообще, такое красивое место. Блин. Вообще крутой, да? Приятно заходить, тепло и уютно с тобой. Я
я так и хотела, чтобы люди заходили, почилили тут со мной под игрулечку и все. Что это за место? Это тебе спасибо, что ты заходишь. Dana's old house. Можно нам узнать уже новости эти о Вагине, а то сейчас оно опять закончится, и что я потом буду делать? In loving memory of all those who lost their lives that terrible night. Джессика, Сара, Бейке, Бека, Моха, Кол, Эллен, Фабер, Джордж, Джекер, Хозма, Клаусго, Картер, Фишер. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? No, I don't think so. Блин, надо что-то найти, чтобы почистить, или как? Штормовое предупреждение. Всем жителям Вагена этим вечером и ночью в городе ожидается сильный шторм. Муниципалитет рекомендует всем оставаться дома и плотно закрывать ставни. Также отметить или перенести... отменить или перенести все планы, связанные с пребыванием на улице. Все культурные и уличные мероприятия, особенно проводимые на реке Домбре и окружающих ее горах, запрещены муниципальным указом в период 24 часа, который может быть продлен. Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, I'd better focus back on Dana. Блин, все это как бы замечательно, а как нам... Можем ли мы что-то подобрать, чтобы как-то почистить это? Нет? Нету, да? Давай вот здесь еще посмотрим что-нибудь. Ну, там ничего. Так, ну пойдем тогда к Дане. Мы здесь все выполнили, да? Далее. Что там поговорить? Ага. Далее. Да иду я в магазин, господи. Ты дуришь мне голову. Guten Tag, Fräulein. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Так, поболтаем с ним, давай. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I must say you have a beautiful shop, Frau Heigl. Thank you, Fräulein. All our souvenirs are made for excellence, as we like to say here, all by local craftsmen. Were you looking for something in particular? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really...
So her name was Dana Rouz. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Wagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fraulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fraulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Made in Wagen. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Excuse me,
I must just serve the gentleman. Ну, пойдем зайдем просто. It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. All our gifts are handmade by craftsmen in Wagen. Ага. О, Господи. Боже, что ты... Обнимашки. Так, подожди секундочку, сейчас я уберу это пониже, чтобы оно не мешало рулетке. Так. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое, Баварчик. Спасибо тебе большое за 1000. Что там, скорчить рожицу? Давай я тебе приятную рожицу скорчу. Спасибо тебе большое за поддержку. Обнимашки. Ой, блин, я прям аж испугалась, слышишь? Я что-то сижу такая на чиле тут, на расслабоне. И тут бах, этот донат такой, типа, алло, блин. Рассыпаемся. Ой, реально немножечко, ну, поднакекала, извиняюсь, конечно. О. Ой, капец. Спасибо вам большое, ребят, за поддержку вашу, очень приятно, спасибо. Так, слушайте, ну надо найти какой-то... Блин, реально чуть не поднасрала, блин, аж такая дернулась, ё-моё. Ладно, все равно туалетную бумагу купим же, правильно, на косарь, хватит. Так, а как нам ее отвлечь-то, а? Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. It's no longer an art gallery at any rate. Looks like it's been turned into another shop for tourists. Так потому что реально, ну... Слушайте, а как мне ее отвлечь? Что у нас есть вообще? Вот это вот, понимаешь, это вот высасывание из пальца, мне сейчас нужно придумывать что-то. Да. Может быть, как-то ей позвонить? Ну, а как мы ей позвоним? Юперный карди, балет, ну. Что-то вообще без понятия, что тут сделать с этим магазином. Блин, я не представляю. Вот же она, может, мы сюда можем пройти? Даже вот там открыла. Frau Heigl can see me coming through the service entrance. In my opinion, if Frau Heigl saw this cheap souvenir on one of her shelves, she would become fixated on it, Kate Walker. А как нам... Положить сюда сувенир. Вот зачем нам этот сувенир дурацкий был. Все, я поняла. Спасибо, Оскар.
What's that awful noise? Excuse me, sir. Такие типа не при делах стоит, такие. Такая типа... Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Вообще, просто я не знаю, как это... Вы просто Шерлоки Холмс и докторы Ватсон. Why don't you try to locate Dana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigl won't come up. Да, без палева. Просто на позитивчике пробежали такие. Так, давай начнем сверху. О, нифига, тут так много. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Nothing of interest in here. Так, говорят, разбитое зеркало смотреть нельзя. Куда ты смотришь? Мама не учила? Спасибо за фоллоу. Господи, это все лишь голуби. Настя. Вот там пол сейчас проломится. О, нам вниз нужно. Тяньки, вон нам вниз, вон на Дана. Мы можем здесь выйти. Опа. A family portrait. That must be Dana with her parents. А взять не хочешь его? И все, да? Там столько бумажек и столько всякой информации, а мы не можем это посмотреть. Ну, кековая, блин, конечно. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Ну, нам нужно на этаж ниже, но мы зайдем еще на нижний этаж, а потом туда. Ну, вы поняли. Чтобы везде побыть. Куда ты пошла? Туда-сюда бегает реально. Ну-ка, курочка моя, давай вниз уже. А, стой. Так, все, тут только 2 этажа. Что я туплю немножко. Ну, вы поняли. Нам вот в эту комнату. Дом после бомбежки. Май 1945. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vagen. Так. Все, да? Здесь действительно прям все так это... страшненько, так сказать. Так, сзади ничего нет. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation,
and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Hegel, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. More stock for the shop. This is where Frau Hegel must take her breaks. In remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Signed, Adam Z. Короче, это вот эти портрет Розы и их вот эти друзья Циммера, да? Угу. А, это здесь только картина. Все, я поняла. А что, здесь нет никакой тряпки или щетки, чтобы почистить этот? Пустяга, какой-то противный ужас. Нет никакой Господи. Ничего не могу найти, чтобы потереть тут этот. Ну, что-то ж должно быть. Ну, что-то ж должно быть, потому что там прям можно использовать что-то. Неужели ничего нет? И не ворочаемся, да, тут? It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. More stock for the shop. Угу. Короче, здесь ничего, чат. Здесь ничего, чтобы нам помогло. Может, я что-то пропустила на первом там этаже? Может, вот здесь что-то? Угу. Ничего. Понимаешь? Ничегошеньки нет, что может нам помочь оттереть этот памятник. Там точно можно что-то сделать, потому что там было использовать. Nothing of interest in here. Зачем тогда эту точку вообще здесь ставить, если там нечего осматривать? Что вообще не понимаю. Смысл в этой точке был? Какая одежда тут? Смысл в этой точке, если там, ну, нечего осматривать?
Гениально. Ладно, здесь ничего не находим. Можно выходить, короче. 100% ничего нет. Просто вываливаемся отсюда. Выкатываемся. Просто вышли и все. Просто вышли и все. Ага. Ага. Есть какой-то подъемничек. Ой, Вань, поздравляйте, ты выиграл боксик. I need your opinion on this. Ah, that's better. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Better try something else. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh. For me to pull down. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. Я не понимаю даже, как отсюда выйти.
That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Так это не мы туда Hey, are you полезем. trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker, for the ledge. Gee, thanks, Oscar. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. Гениально. I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? Прикольно. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Stay calm, Oscar. I'm coming. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Как же прикольно. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Ah! Hang on tight, Oscar. Oh, I am, Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar. Glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. That useless body. Now I must find another way. And climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Oh dear, that can't be good. Oh dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? Мадам Голубь. I guess I'm going to need help here. Kate Walker, I'm going to need you again. How am I supposed to get rid of that pigeon? I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Kate Walker! Sorry, Oscar. Made our point, I guess. Это так забавно. Now, maybe this body will be useful in the end.
Ничего себе! Там была эта лестница. Locked, of course. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. 1, If Hans Vorarlberg could see me now, 2, how... 3. Но у нас нет другого выбора. Undignified! Oh my. Oh my. Привет, Анита. Really? Ты уже Is this заканчивай. any way to treat an intelligent automaton? Вот ныть. Really? If Mr. Vorarlberg could see me now... Вот разнылся. He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by far." Okay, let's try and find out what became of Dana after she left the... No doubt about it. This must have been Dana's room. A part's missing. Он-то повлияла, кажется, я теперь, как она и советовала. It's from the Music Academy. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Ага, начинается. It's blocking it. Nope, won't work. I guess I should use some of the clues I collected. But I get the feeling there's more to find in the room. There's something underneath. Can't reach it. Can't be that heavy. Ага, вторая часть. Если подумать, Юнта повлияла на меня больше, чем кажется, я теперь пишу себе записки с напоминанием, как она советовала. Это знак этих теней. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. I can't run the risk of missing something important by leaving now. Насколько я, короче, поняла, мы сейчас будем разбираться с этим сундуком уже на следующем стриме, потому что уже все, уже поздно, ребят. Это надолго. Так быстро не пройдешь. Понятно, что мне нужно найти подсказки. Мне не только подсказки надо найти, мне нужно найти еще, как открыть этот ключ, какую-то комбинацию. Вот. Видишь, тут какой он серьезный, этот музыкальный ключ. Вообще он. Офигеть просто. Серьезно так-то. Посмотреть клипы. Ну все, давайте быстренько клипы и все.
Ну, игрушка, конечно, классная. Ну, есть, конечно, свои нюансы такие маленькие, но это никак не мешает кайфовать. Так, посмотреть клипы. Это он подпер нам. Ну вот зачем нам телефончик получается. 5123 888 321. 5123 888 321. 5 1 2 3. Это потому что я могла запомнить. Нет, ты не залазишь. Она не залазит. А. Все. Это все клипы с тега. Я могу идти. Ну все, тогда до следующего стрима, ребят. Возможно, завтра. Да, завтра же четверг. Уже сегодня. Что сегодня, да, еще Сибирия. В пятницу персоноиды, что? Господи, Стега, этот клип уже миллионной давности. Зачем мне это смотреть? Для чего?